делать. Приготовились, тишина. Плейбэк. Идет. Начали. Все составляющие фильма – сюжет, звук, изображение, актерская игра, компьютерная графика – мы в своем восприятии это разделяем. Мы отдаем предпочтение либо одному, либо другому, либо сюжету, либо актерской игре, но в принципе это все абсолютно нераздельно. Аудио и видео, они как бы указывают на события, с одной стороны. С другой стороны, они и являются самим событием, потому что без события у тебя не существует той информации, которая потом может быть разделена на аудио и на видео. Знаешь, это как пиксели на экране. Зависит от того, с какой широтой ты на это смотришь. То есть, если ты смотришь на это широко, у тебя есть изображение. Если ты сужаешь свой взгляд до пикселя, ты видишь пиксели, и ты уже не видишь изображение. Начали! Спасибо. Спасибо. То есть то, что происходит с актерами, это является самой важной составляющей, особенно в драматическом кино. То есть ты это никак потом не воссоздашь. Я имею в виду его психологическое состояние, его голос, вот это должно быть записано обязательно. Иногда бывает так, что не получается это сделать в нужной степени качественно. Вот. А иногда это очень важно, потому что при плохой записи, технически плохой записи, у тебя теряются нюансы, а нюансы именно и убеждают тебя в том, что все это по-настоящему. Сколько квадратов? 18. А здесь? Допустим, мы там делали «Изгнание», вообще первый фильм. Старались изо всех сил, как могли. На «Елене» мы уже как бы были более подготовлены. На «Левиафане» мы уже были более, так сказать, подготовлены в плане площадки, но с миксом у нас там были свои отношения. А на «Любви» уже было большее понимание там относительно именно микса. То есть то, чего хочется в миксе добиться, и то, чего не надо делать в миксе, то, чего мы делаем на «Левиафане». В таком роде фильмов эффекты иногда пересекаются с синхронными шумами, иногда с фонами, там даже непонятно, что к чему отнести. Но вот там были вещи, которые, опять же, из-за естественности мы старались записать на площадке, чтобы зритель поверил в то, что это действительно все там записано, то есть чтобы не надо было это конструировать потом. Знаешь, это добавляет такие детали, когда ты веришь, что, даже не то, что ты веришь, у тебя нет ощущения, что тебя обманывают. Ты воспринимаешь все как данность. То, что ты слышишь, там чуть-чуть, что упала мелочь. То, что ты слышишь чуть-чуть, что кассир там щелкает карточкой по экрану своей кассы. Приятного аппетита. Спасибо. Ты добавляешь некие детали, и потом ты добавляешь еще очень широкие фоны. У тебя получается очень глубокая картинка, перспективная в плане звука, но это производит некое впечатление такое приятное, что у тебя не плоский звук, а как бы ты погружаешься в эту обстановку, не задумываясь об этом. В аутентичном звуке, но для меня, по крайней мере, есть что-то привлекательное. То есть ты кладешь предмет на стол, и ты слышишь некий звук, и ты узнаешь этот звук, и он узнаваем. И даже если ты слышишь этот звук не в виде предмета, ты понимаешь, у тебя в голове все равно складывается некая картина того, что это произошло. Поэтому если все звуки, используемые в кино, они аутентичны, и ты их узнаешь не только по контексту, не только по истории и сюжету, а ты их узнаешь по звучанию, у тебя мозг перестает обрабатывать, как бы мозгу не нужно играть вот в эту историю типа принятие правил игры. Он это воспринимает как данность. То есть он понимает, что эта рация, она звучит в кадре, а не то, что ее потом озвучить. Как-то она странно звучит, я не очень верю, ну ладно. Внимание, группа, мы сейчас пишем звуковой дубль. Курткой не шуршим. Абсолютная тишина. Ася, начали. Для того, чтобы усилить ощущение аутентичности происходящего в кадре, мы решили все рации, громкую связь, телефоны записать по максимуму на площадке. Если чего-то не хватает, тогда уже записать на звуковых дублях. Лиса-1 закончила работу. Погнали, ребят. Стоп. Я вот не верю в то, что, знаешь, есть как бы некий стандарт. То есть, типа, ты профессионал, значит, ты должен делать так-то и вот так-то. Я думаю, что любое решение, наверное, у любого человека, но у меня так точно, оно состоит из большого количества
вещей, которые влияют на принятие этого решения. Нет такой инструкции, что надо делать так или надо делать иначе. Почему принимать то или иное решение? В нашем случае это было пристрастие к естественности звучания и к аутентичности происходящего. На самом деле не так много фильмов, где ты можешь зародить в зрителе, как мне кажется, самонадеянно мне кажется, что ты можешь зародить в зрителе некое подозрение того или ощущение того, что он наблюдает не сюжет, не трагедию или комедию, а что он наблюдает нечто, что появляется прямо на его глазах из именно что появляется на его глазах именно из его собственного восприятия. Если я занят звуком и там копаюсь в нем, я вижу звук, который является атрибутом некого происшествия. Если я расширяю перспективу, я вижу события. И вот на этой перспективе мне чаще всего легче заметить несоответствие звука и происходящего, если оно есть. У тебя есть некое событие, нечто происходящее в кадре. Ты можешь даже не понимать, что там происходит. Но ты должен быть абсолютно уверен в том, что это происходит. Звуки – это наверняка так. Рекурсивная инженерия. Мне главное воссоздать эту ситуацию, которая была на площадке, и заставить зрителя поверить в то, что все именно так и происходило. Чтобы он оказался именно в этой ситуации. Даже не ситуация, а именно в этом месте, которое ему показывают с экрана. Происходящее и то, из чего оно сделано, это два названия одного и того же. То есть это не разные вещи, это одно и то же. Но как-то мы так умудряемся воспринимать мир, что у нас все разделено. И вот, может быть, вот в этом и есть противоречие, что мы воспринимаем мир одним образом, понимая при этом, что он так не устроен.